Какой KPI HR-менеджера? Кто должен прописывать KPI? Сотрудник для себя самостоятельно? Или все-таки руководитель? Первое, что такое KPI? Это ключевой показатель производительности. Это по определению просто. Но из KPI сегодня делают какую-то дичь. Я видел KPI, в котором 5-6 компонентов. Одна из них — это насколько хорошо к тебе относятся другие сотрудники. Другая компонента — насколько ты дисциплинирован. Третья компонента — насколько ты хорош при прохождении внутренних курсов, тренингов по обучению. И там 6 компонентов. Черт ногу сломит. Смотрите, KPI — это Key Performance Indicator, то есть ключевой индикатор или ключевой показатель производительности. То есть по определению и изначально, до того, как к этому не прикоснулись грязные ручки всяких любителей усложнять. Руки прочь от моего будущего! Да ладно! KPI — это то, что измеряет производительность сотрудника. Давайте теперь вернемся к HR. HR — это человек, который за что отвечает? Он отвечает, скорее всего, я бы хотел в моей компании, конечно, у вас могут быть другие мнения, другие фантазии на эту тему, но в моей компании я бы хотел, чтобы HR обеспечил нам хороших, производительных, сильных сотрудников в компании. У нас компания все время растет. Нам все время нужны сильные, продуктивные, хорошие люди, которые, естественно, впишутся в наш коллектив. То есть, попросту говоря, результат, который мы ожидаем от HR, это заполненные вакансии, правильные вакансии. Заполненные не по принципу, кто первый пришел, кого мы смогли ухватить или какую вакансию мы смогли заполнить, а заполненные по принципу, какие сейчас на самом деле нужны вакансии компании, чтобы расти, какие люди нужны. И поэтому измерить это очень легко. Какое количество людей этот HR успешно нанял, и при этом они прошли, естественно, испытательный срок, тестовую неделю, и при этом они делают хорошие результаты на своем рабочем месте. Вот это, собственно говоря, результат HR, и его можно измерить. Понятно, что не все вакансии одинаково легкие для того, чтобы рекрутировать, найти этих людей. По-видимому, грузчика найти проще, чем столевара 8 разряда. И еще сложнее, наверное, найти хорошего маркетинг-директора и так далее. Поэтому обычно составляется шкала. Мы, кстати, на бизнес-бустере, на нашем акселераторе мы это подробненько проходим, изучаем и внедряем в каждой компании. В том числе внедряем измерение результатов HR, как и любого другого сотрудника, любого другого подразделения. На этом все. Можете пройти за бонусом. Спасибо, сэр. Поэтому составляется такая условная шкала ценностей за голову на определенных уровнях, на определенных позициях. И когда HR эту позицию закрывает, что значит закрывает? Это значит не то, что человека притащили, он переступил порог. Закрывает — это когда он прошел все этапы найма, включая испытательный срок, и показал высокую производительность. Вот это закрывает. У него, соответственно, в KPI падает соответствующее количество баллов. И, кстати, если компания более-менее большая, в ней насчитывается десятки людей, то у HR все время есть работа, потому что есть текучка. Потому что, кстати, если в компании нет текучки, как вы считаете, это хорошо или плохо? Я вам скажу. Это ужасно. В любой компании должна быть текучка. Если в компании нет текучки, это значит, что слишком низкие требования. Это значит, что руководители компании, они пропагандируют или продвигают такую идею: наш семейный бизнес, мы как одна семья, поэтому мы никого не бросаем и все такое прочее. И все пойдем вперед и будем вечно работать. Эта компания умрет, это однозначно. Потому что мир не стоит на месте, мир меняется, мы должны меняться. И я не говорю о том, что текучка — это хорошо. Нет, конечно, текучка — это плохо, особенно когда это на уровне специалистов, высших руководителей и так далее. Но она всегда есть. Если в компании нет текучки, это вообще нездоровый показатель. Эта компания расти не будет. Все время какая-то текучка есть, а это значит, что у HR всегда есть какая-то работа. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. HR мега важны.